Перед началом ролика, пожалуйста, подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий. Это очень мотивирует снимать новые ролики. Лицензия Creative Commons является простейшим способом использования чужого контента на YouTube. Вы можете спокойно, а главное абсолютно бесплатно, в любой форме использовать чужой контент, который распространен на основании данной лицензии. Однако есть ряд тонкостей и вопросов. Во-первых, как понять, что видео распространено на основании лицензии Creative Commons? Для вашего удобства видео, которое вы смотрите, имеет лицензию Creative Commons, поэтому просто посмотрите в описании. Во-вторых, есть ли какие-то ограничения и особенности использования такого контента? Для этого рассмотрим сам текст лицензии. Он на английском языке. Прежде всего, вы обязаны указать авторство оригинального видео. Как указать автора видео, вы можете посмотреть в этом видео. Ссылка на него в описании и подсказки. Далее рассмотрим вопрос о том, что вы можете делать с контентом и до какой степени изменять его. Вы можете воспроизводить или вставлять чужой контент в ваше видео. Заимствовать вы можете хоть все видео целиком, здесь нет каких-то ограничений. Вы можете производить определенные адаптации чужого контента, например, перевод. Однако, если вы делаете это, то вы обязаны указать то, что было подвергнуто адаптации. Например, если вы переводите видео с английского языка на русский, то вы должны указать, что оригинальное видео создано на английском языке. Вот несколько примеров. Также вы не можете использовать чужой контент таким образом, который может нанести вред репутации правообладателя или автора. Например, вы не можете говорить, что этот оригинальный контент принадлежит вам, или что автор оригинального видео на самом деле не автор, а третье лицо, или вы. Также, исходя из положения лицензии, вы имеете право распространять такой контент во всем мире и на любом сайте. То есть, вы можете скачать любое видео с лицензией Creative Commons с YouTube и использовать его в TikTok или Instagram. При этом на ваше видео, в котором присутствует чужое видео, которое вы использовали в силу лицензии Creative Commons, вы уже имеете исключительное право. Иными словами, если вы используете чужой контент на основании лицензии Creative Commons, то это не означает, что ваше видео можно использовать другим без вашего разрешения. Также стоит обратить внимание на то, что лицензию Creative Commons может иметь контент не только распространенный на YouTube, но и на другом сайте. Как некий итог, при использовании чужого контента вы обязаны указать автора оригинального видео, конкретную адаптацию, которая есть в вашем видео по сравнению с оригинальным, а также не использовать чужой контент таким образом, который может нанести вред репутации правообладателя или автора.